Война против Украины проиграна. Военное поражение России – это еще не свершившийся факт, но уже неизбежность. Мы не знаем, как именно оформится это поражение, будет ли разгром на поле боя, или мировое сообщество, испугавшись непредсказуемых последствий, подстелит нашей стране соломку. Мы не знаем, когда точно это случится и где именно замрет линия фронта. Есть множество вариантов развития событий, но все они укладываются в одну формулировку – война России проиграна. А раз так, нам остается извлечь уроки и сделать правильные выводы. Только выводы не в том смысле, как правильно надо было воевать, а выводы о том, как предотвращать подобные войны. Об этом сегодня и поговорим. Первый вывод может показаться неожиданным, но, на мой взгляд, он самый главный и наиболее логичный. Россия обязана наконец-то стать настоящей гражданской нацией. В самой основе человеческой природы лежит эмпатия и забота о своих. Археологические раскопки показывают, что даже древние первобытные люди заботились о своих соплеменниках. Они мелко перетирали пищу для стариков, у которых выпали зубы. Они всю жизнь кормили и ухаживали за теми, кто родился с инвалидностью или покалечился на охоте. Наши далекие предки не знали письменности, но уже понимали, что просто немыслимо бросить на произвол судьбы того, кто из твоего племени. Теперь вспомним август 2000 года, гибель подводной лодки «Курск». 22 года назад мы были бедным, полуголодным, но ментально здоровым народом, гражданской нацией, ибо вся Россия жила судьбой 118 моряков. Россияне надеялись, молились, отчаивались. Потому что там, под водой, умирали наши ребята. Но вот теперь август 2022 года. Каждый божий день на фронтах бессмысленной и преступной войны с российской стороны гибнет или калечится по целому экипажу атомной подводной лодки. Буквально каждый день. Эти расчеты я взял не с потолка. Несколько месяцев назад, аж 25 марта, Министерство обороны России во второй и в последний раз отчиталось о наших потерях. И согласно только официальным данным, всего за один месяц боев российская армия потеряла убитыми и ранеными более 5000 человек. Про пропавших без вести, про потери Росгвардии, кстати, или про мобилизованных в ЛДНР тогда не было сказано ни слова. Очевидно, что на данный момент, спустя полгода широкомасштабной войны, счет убитых, раненых и пропавших без вести идет на десятки тысяч. Гражданская нация 21 века не должна была допустить войны против соседнего государства. В самом крайнем случае гражданская нация должна была остановить войну уже 26 марта, на следующий же день после публикации статистики наших потерь, пускай даже и явно заниженной. Именно по этой причине со времен катастрофы Курска все последние 22 года путинская власть старательно уничтожала российскую гражданскую нацию. Только лишь для того, чтобы у Путина были развязаны руки. А то, что такая политика ставит под вопрос само существование единой страны, так это Путина не заботит. Он великий царь, а после него хоть потоп. Идет самоубийственная война. В ходе нее целые города Украины стираются с лица земли. Погибают мирные жители суверенного, на минуточку, государства. Но и наша страна теряет огромное число молодых, здоровых, трудоспособных людей, которым жить бы еще и жить, создавать семьи, растить детей. И вот, зная все это, как должен вести себя россиянин с точки зрения путинского государства? Какое поведение в путинской системе ценностей считается правильным? Ну вот, давайте подумаем. Если ты житель мегаполиса российского, то пей свой латте, ну или капучино и занимайся своими делами. Ну да, отрывает руки-ноги всяким провинциалам, твое-то какое дело. Тебя лично на войну не посылают, ну так и не суй сюда свой напудренный нос. Сиди на попе ровно, в новом кафе, ешь бургеры, точка. Если же ты сам житель провинции, то тихонько ненавидь заржавшихся столичных мажоров. Они там в своей Москве капучино пьют, пока наши ребята за них кровь проливают. А те, кто в городах-миллионниках выходит на митинги и пикеты, так это просто жиру бесится. Шибко хорошо они живут, вот и маются дурью. Соловьев, понятно, все объяснил. Все эти протестующие просто 2% дерьма. Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять? При Путине российскую гражданскую нацию целенаправленно душат и уничтожают. Среди прочего, путинская пропаганда десятилетиями внедряла в умы такую мысль. Мы не можем жить в одной стране с теми, чье мнение отличается от нашего.
Если ты со мной не согласен, то ты больше не мой соотечественник. Ты мой враг. Такое говорит путинская пропаганда. 22 года подряд нам насаждали идею, что мы живем не среди сограждан, а в окружении изменников, предателей и врагов народа. Еще в 2007 году Владимир Путин выступил с грозной речью о внутренних врагах России. И вот просто поразительно, насколько же точно он в своей речи описал самого себя и своих ближайших соратников. Им нужно слабое, больное государство. Им нужно дезорганизованное и дезориентированное общество, разделенное общество, чтобы за его спиной обделывать свои делишки, чтобы получать ковришки за наш с вами счет. Мрачный парадокс состоит в том, что Путин и Единая Россия могут править только в России разъединенной. Поэтому всякое чувство гражданской общности выжигается в нашей стране каленым железом. Путинский режим методично борется со всякой самоорганизацией российских граждан, будь то политическая структура или совершенно аполитичная благотворительная организация, местное сообщество охраны памятников истории или сообщество орнитологов, или даже просто киноклуб. Буквально на этой неделе московская полиция разогнала молодых людей, которые собрались в Москве у стены Виктора Цоя в годовщину гибели музыканта. Вот, смотрите, полицейский с автоматом наперевес страшного нарушителя спокойствия уводит. А ровно месяц назад с возгласами «Кто вам позволил?» белгородские полицейские нагрянули на бесплатный семинар по оказанию первой медицинской помощи. И ж собрались тут без согласования с властями. Не положено! Современная Российская Федерация существует более 30 лет. 3 десятилетия – это совсем немало. За похожий срок из приехавших со всего света ашкеназов, сефардов, из эфиопских, персидских и горских евреев, из армян, арабов, черкесов, друзов и бедуинов, из всех них удалось создать новую израильскую нацию. Израильтян всех рас, национальностей и религий из детского сада учат жить в мире, в одной стране и быть ее гражданами. В течение рабочего дня 2 израильских политика из конкурирующих партий могут орать друг на друга до хрипоты, а вечером могут спокойно пойти вместе пить пиво. Потому что да, они политические противники, но они друг другу не враги. Они друг другу свои, граждане одной страны. Поспорить можно, но во враги записать нет. Совсем недавно этнический араб Амир Хури, который служил в израильской полиции, погиб, спасая жизни своих сограждан-евреев. Героическая смерть Амира Хури стала в Израиле настоящей национальной трагедией. На его похороны пришли израильские политики и около 1000 простых израильтян. Кто-то пришел в кипе, кто-то без нее, а кто-то и в хиджабе. Нашей стране жизненно необходимо возвращаться в нормальное состояние гражданственности. В нашем лексиконе должны прочно закрепиться слова «сограждане» и «соотечественники». Мы должны быть терпимы друг к другу и нетерпимы к гибели граждан нашего государства. И уж тем более к ситуации, когда граждане нашего государства убивают граждан другой страны. Чувство гражданственности должно стать тем предохранителем, который убережет Россию от всяких ненужных и опасных авантюр. Второй вывод из этой бесславной войны тоже не очевидный. Он такой: нам всем пора начать по-настоящему любить и ценить нашу страну. Вот просто давайте посмотрим на ситуацию со стороны, как будто мы инопланетяне. Есть планета Земля. На Земле есть самое большое из всех государств. В этом феноменальном государстве представлены почти все климатические зоны, от субтропиков до арктических пустынь. В этой стране есть все мыслимые и немыслимые природные ресурсы, а территорий столько, что осваивать их можно веками. При всем при этом данное государство под названием Российская Федерация еще и выиграло в исторической лотерее, как минимум в одном вопросе. Много ли стран, подобных России, дошли до 21 века? В основном все они распались из-за внутренних центробежных сил, сепаратизма или в связи с национально-освободительным движением. Разговор о том, хорошо ли это, плохо ли, это для отдельного ролика. Но сейчас у нас есть факт. Россия осталась страной, где по-прежнему вместе мирно живут и гордый внук славян, тунгус и друг степей калмык. По состоянию на 2013 год, то есть до того, как наш гарант с головой ушел в геополитику, в нашей стране не было никаких хоть сколь-нибудь заметных или значимых сепаратистских настроений. И для новейшего времени это отнюдь не правило, а удачное исключение,
настоящее историческое чудо. Что бы сказали инопланетяне, если бы увидели, что какой-то заигравшийся лудоман берет всю эту роскошную, огромную Россию, берет этот удивительный исторический выигрыш в этом плане и ставит его на кон? И ради чего он рискует всей этой уникальной страной? Ради призрачного шанса добавить к ней Херсонскую область? Не вышло бы как в поговорке русской, что имеем не храним, потерявши плачем. Важнейший промежуточный итог российско-украинской войны состоит в том, что дискуссия о возможном распаде России вдруг перестала быть маргинальной. Я лично пока не верю в перспективу развала России, но о такой возможности сейчас говорят уже не только оппозиционеры с многолетним стажем, не только, например, нелояльно действующие власти ученый Григорий Юдин, но уже даже и совершенно лояльный ученый, говорит Евгений Сатановский, например. Он хорошо знаком зрителям вечера с Владимиром Соловьевым. 7 августа он решил расписать несколько возможных сценариев для России, от самого оптимистичного до самого пессимистичного. И вот какой вариант он считает самым реалистичным. Повторюсь, это пишет не либеральный оппозиционер. Какие-то регионы отваливаются, не обязательно формализуя развод, какие-то держатся, цепляясь за дотации из центра, пока не есть, а какие-то прибиваются к другим центрам, типа Турции или того же Китая, оставаясь частью единой системы. 30 лет развития российской государственности, триллионы долларов доходов от продажи ресурсов. И к чему мы пришли? К разговорам о том, какие регионы могут куда от нас отвалиться и куда они прибьются. Отличненько. Путинизм одной ногой опирается на тоску по царской России, а другой на ностальгию по СССР. Путинская пропаганда старательно взращивает патриотов былой империи и поклонников бывшего Советского Союза. Но спрашивается, почему нельзя быть патриотом своей нынешней страны, Российской Федерации? Уже 2 поколения людей выросли россиянами, 3 на подходе. Давно пора научиться любить, ценить и уважать нашу страну, чтобы никто никогда не подумал поставить ее на рулетку, этот вот наш огромный общий дом, ради мизерного шанса выиграть парочку чужих комнат. Другого родного дома у нас нет, а без чужой жилплощади мы точно проживем. На своих бы этажах провести газ, сделать бы капитальный ремонт и навести порядок. Российская пропаганда годами старательно расстравливала в нашем обществе старые раны, связанные с почившим Советским Союзом. Сыпала на них соль и перец, и только все это для того, чтобы потом продать обществу анестезию под торговой маркой «Вернем все как было». И поскольку одним из видов топлива для этой войны стала очень далеко зашедшая тоска по СССР, напрашивается закономерный вывод. 3-й вывод из проигранной войны. И он состоит в следующем. Пора, наконец, закрыть гештальт. Давайте используем одну простую, но эффективную психологическую методику. Всем нашим российским обществом возьмем воображаемый лист бумаги и письменно ответим сами себе на вопрос. Тоскуя по бывшему Советскому Союзу, что конкретно мы хотим вернуть в нашу жизнь? Ну вот можно попросить там взрослых родителей, если они в это верят, записать прям по пунктам. Например, пункт 1. В СССР людям выдавали квартиры, а сейчас нет. Ну хорошо, давайте подумаем. А нужно ли для решения этого вопроса нападать на соседнюю страну? Война как-то нас приближает к решению этих проблем. Может быть, решим их без войны? Я совершенно не шучу. Если часть российского общества считает, что раньше было лучше, то пусть эти люди конкретизируют, что именно, по их мнению, было лучше. А дальше можно подумать, что нужно сделать, чтобы вернуть эти явления в нашу современную жизнь. Для этого что, нужна война? Например, если в Союзе было лучшее техническое образование. Ну, предположим даже, что так. То что, это значит, что надо войной, что ли, заняться? Нет. Надо заняться российским образованием, а не Киев бомбить. Ну, логично же. Очевидно, что в постсоветском российском обществе остался большой незакрытый гештальт. И нам нужно его закрыть, желательно с пользой для себя, и двигаться дальше. Это 3-й вывод. Помимо тоски по советским временам, одной из предпосылок самоубийственной войны стала навязанная пропагандой патологическая зацикленность России на Соединенных Штатах Америки. Даже под своими видео я часто встречаю комментарии такого рода. Почему США можно уничтожать другие страны, а России нельзя? Вы хотите поговорить об этом? Ну давайте поговорим.
Соединенные Штаты — это государство, где население в 2 раза больше российского, ВВП в 5 раз больше российского, доля в мировой экономике примерно в 15 раз больше. У США 11 авианосцев, а у России один старенький авианесущий крейсер стоит в ремонте. Действительно, Америка регулярно творит какую-то дичь, особенно на Ближнем Востоке. Но Америка такая страна, на которую фиг наложишь санкции. У нее настолько огромный запас прочности, что она может себе позволить ввязываться в идиотские авантюры. Чего лучше бы она не делала, конечно. Но Россия не Америка в любом случае. Нет у нас такого запаса прочности. Если хочешь драться как Майк Тайсон, ты сначала стань Майком Тайсоном. Займись спортом, организуй себе правильное питание, нарасти мощную мускулатуру. А когда ты станешь большим и здоровым, то задумайся, а нужно ли тебе тратить свое здоровье на драки? Может, это и не надо тебе? 4-й вывод из проигранной войны таков. Надо поменьше думать о США и побольше о самих себе. Если Штаты творят черт знает что, то не надо за ними повторять, словно глупый школьник, который завидует хулигану из старших классов. Лучше повторить за Штатами мощную экономику, свободу слова, устойчивые государственные институты. При желании Россия вполне способна не только догнать, но и перегнать Америку по качеству судебной системы и правоохранительных органов. И еще много почему. Это хорошая цель и вполне достижимая планка. Отдельно отмечу, что нашей стране вообще не нужно что-либо делать специально назло США. Действовать надо всегда себе на пользу, а не Америке назло. А то же вышло так, что назло американцам Владимир Путин убил десятки тысяч россиян и украинцев, угробил армию и экономический потенциал России. Бедные американцы, как же они это переживут? Но вернемся к нашей внутрироссийской жизни. Вернуть к жизни гражданскую нацию, начать заботиться о России, преодолеть постсоветские травмы и излечиться от гиперфиксации на США. Все это можно сделать только одним способом – заниматься политикой. Путинский режим, чтобы отстранить граждан от политической жизни, годами внушал россиянам, мол, политика – грязное дело. Война показала, самое грязное дело – это аполитичность. Это 5-й обобщающий вывод, который необходимо проговорить. Потеря интереса к политике – это никакая не добродетель. Это утрата способности к анализу и выстраиванию причинно-следственных связей. Им на смену приходит примитивное ассоциативное мышление. Типа там, при реформах Гайдара было плохо, а при Путине стало хорошо, значит Гайдар негодяй, а Путин молодец, политик, лидер и борец. А если немного подумать? Могло ли во время гайдаровских реформ не быть плохо? И почему при Путине стало хорошо? Его ли это заслуга? Или, может быть, он пришел в удачный момент уже после самых болезненных реформ? Ну, правда же, разбираться надо, а не жить на автопилоте. Мы, как нация, несем страшную ответственность за то, что много лет не интересовались политикой. Не вышли вовремя из зоны комфорта, не отстояли конституционный принцип сменяемости власти. Если бы это получилось, у нас уже несколько раз сменились бы президенты, а значит, устоялась бы система цивилизованной передачи властных полномочий. Кроме того, никто из российских президентов, даже если бы попался очень неудачный, скорее всего, просто не успел бы наворотить все то, что успел за 22 года Путин. У нас, к сожалению, не получилось. Россия ввязалась в большую войну и потерпела в ней поражение. Но это еще не конец света и не конец России. В прошлый раз великие либеральные реформы в России начались после поражения в Крымской войне. Потому что из военной катастрофы были сделаны правильные политические выводы. Меня иногда упрекают за излишний оптимизм, но я считаю себя реалистом, потому что принимаю реальность такой, какая она есть, и всякий раз думаю, как ее исправить. Война усилила и обострила до максимума все те проблемы, которые и до этого были в российском государстве. Политическое руководство страны и наша армия совершили ужасные преступления. Это все произошло и от нашего имени тоже. Это ужасно, и теперь нам предстоит длинный процесс осознания произошедшего, признания ответственности нашей страны за развязывание ужасной войны, преследование военных преступников, суды над ними. Но после этой войны наша страна не улетит в космос. Проиграв войну, Россия и россияне никуда не исчезнут. Проблемы нашей страны теперь невозможно игнорировать. Их теперь можно только решать. Что мы и будем делать, как только у нас появится такая возможность. До завтра.